Капец. Просто резко и неожиданно пошел град. Мое знакомство с этим местом началось вот с этой открытки. Однажды я получила ее по почте. Она меня очень заинтересовала, и я решила узнать, что же здесь изображено. Оказалось, что это замок Храповицкого в поселке Муромцево, что находится всего лишь в 250 километрах от Нижнего Новгорода. И, конечно, я не могла сюда не приехать. Усадьба Владимира Храповицкого считается шедевром неоготики 19 века. Тогда территория имения составляла 40 гектаров. На въезде установлена стрелка, и она показывает, куда именно ехать, потому что усадьба большая, и касса, она в скотном дворе, как ни странно, находится. Можно купить за 150 рублей обычный билет. Я не помню, что он в себя включает. Мы за 400 рублей с человека взяли экскурсию. У нас была часовая экскурсия. Перед экскурсией у нас был небольшой просмотр фильма исторического про усадьбу. И мы прогулялись вокруг замка. Украшением усадьбы был замечательный дендрологический парк. Он сохранял в себе английские, французские, итальянские сады. Парковые аллеи украшали скульптуры, беседки, фонтаны. Вот там вот был создан искусственный пруд, в котором водились лебеди, утки. Представляете, вот от самого замка по этим вот каналам, еще сохранившимся их следам, тянулись фонтаны вплоть до искусственных прудиков. Также в усадьбе имелись оранжереи, в которых выращивали виноград, персики и другие экзотические культуры. Среди хозяйственных сооружений усадьбы выделялись здания скотного, конного и каретного дворов. В конюшнях находились самые лучшие скакуны известных коннозаводчиков, а их было более 100 голов. По желанию владельца в усадьбе было построено специальное здание для театра, проложена железная дорога. Лесное хозяйство приносило Храповицкому солидный доход, что позволяло строить имение с поистине царским размахом. После строительства железной дороги очень много рельс осталось еще в наличии, неиспользованных, и поэтому из этих рельс были построены вот эти вот ворота. Да, ворота оригинальные, сохранились еще с тех времен, собственно, как и рельсы. Рельсы были немецкие, очень дорогие, очень качественные. С этой стороны вот есть клеймо. Стой! Год, когда их создали, 1878. После революции 1917 года Храповицкий, желая сохранить все ценности имения, произвел полную опись имущества и добровольно передал его государству. Уезжая, он написал небольшой очерк, который завершил следующими словами. «Вот таковым было мое поместье в сельце Муромцево, которое я и мои сподвижники, Тюрмер, Воронов, Гёрле, крестьяне и жители Муромцева и окрестных деревень всячески благоустраивали и облагораживали в надежде, что оно украсит собой уезд, а стало быть и всю Россию, и тем самым послужил ее славе и процветанию во благо будущего Отечества. Я смею надеяться, что это удалось мне, а потомки сохранят и умножат начатое русским дворянином Владимиром Храповицким. И уходя, я хочу сказать вам, как, пожалуй, одни лишь русские говорят, расставаясь: прощайте». В 1918 году поместье было национализировано, а в 1920 году отсюда было вывезено около 300
тонн ценностей и переданы во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В 1921 году в здании был основан лесной институт. Последующее расширение поселка Муромцево привело к сокращению усадебного комплекса с 40 гектар до почти 8. И так получилось, что сейчас сохранившиеся постройки расположены в разных частях поселка Муромцево. Вот за моей спиной амбар. Он сохранился, с ним ничего такого плохого не происходило. И сейчас принимаются меры для того, чтобы его восстановить. Как нам сказал экскурсовод, восстанавливать амбар точно будут. В 1959 году случился пожар, который уничтожил одно из главных зданий усадебного комплекса – театр. К комплексу зданий усадьбы Храповицкого также относится церковь царицы Александры. Она была построена в те времена. В 1992 году ее безвозмездно передали в Владимирской епархии Русской Православной Церкви. Это на данный момент единственное здание усадьбы Храповицкого, которое все еще действует и используется по назначению. Церковь стараются поддерживать в нормальном состоянии, но все равно небольшой процесс разрушения идет. Кстати, рядом с церковью есть вот такой вот деревянный дом, он сейчас жилой. На тот момент там жил батюшка, который следил как раз за церковью царицы Александры. И из сохранившегося здесь еще остался лодочный павильон. Ну, само название говорит за себя. Можете догадаться, для чего он существовал. Старинное имение в нынешнем своем состоянии выглядит загадочно и таинственно. Величественные стены замка до сих пор противостоят времени. Печальная судьба усадьбы Храповицкого никого не может оставить равнодушными. Обещают, что она обязательно будет восстановлена, ведь есть все нужные документы, чертежи, но осталось найти только огромные средства. Надеюсь, в скором времени реставрацию осуществят, пока замок хранит лишь тайны своего былого величия.